Однажды, прогуливаясь по лесу, мужчина услышал слабое мяуканье. Он подошел к кустам и увидел маленького котенка, который выглядел напуганным и ослабевшим. Мужчина сразу же взял его на руки, прижимая к себе. Он решил, что нужно срочно помочь малышу, и отправился к ближайшему ветеринару. Ветеринар, встретив его в клинике, принял котенка с теплотой, осмотрел его внимательно. Мужчина с нетерпением ждал, когда специалист скажет, что с животным все в порядке. Однако ветеринар, немного помолчав, сказал: «Это не котенок». Мужчина удивился и переспросил: «Как это не котенок? Но он так мяукает, у него такой хвост и все остальное». Ветеринар улыбнулся, указывая на маленькие лапки и носик котенка. «Это детеныш енота», — сказал он. «Его хвост и шерсть вполне могут ввести в заблуждение. Еноты на самом деле часто выглядят как маленькие котята, но их поведение и анатомия совсем другие». Мужчина ошарашенно посмотрел на маленькое создание в его руках. Он был уверен, что подобрал бездомного котенка, но теперь все оказалось иначе. Ветеринар продолжил: «Этот малыш, скорее всего, был оставлен один в лесу. Поскольку у него нет матери, он может погибнуть, если останется с вами. Лучше всего вернуть его на место, откуда вы его взяли. Возможно, его мама все еще рядом и вернется за ним». Мужчина не знал, что и думать, но ветеринар убедительно объяснил, что для малыша будет лучше, если его оставят в привычной среде. Мужчина согласился, и через несколько часов он вернулся в тот же лес, где нашел енотика. Он осторожно поставил малыша на землю возле кустов и отступил. Несколько минут он стоял в тени деревьев, наблюдая за тем, как малыш немного ворочается, осматривая окружающее пространство. И вдруг, из-за деревьев, с характерными покачивающимися движениями, появилась крупная фигура, это была енотиха. Она подошла к малышу, аккуратно подхватила его за шкирку и понесла в лес. Мужчина, стоя в тени, почувствовал облегчение. Он понял, что поступил правильно. Зная, что малыш оказался в руках своей матери, он тихо отошел, оставив лес и его обитателей в покое. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.